И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сегодня за, наверное, 2 месяца первый раз приехала на рынок. Давно не была на рынке, уже соскучилась. И давайте прям все так буду рассказывать очень внимательно, чтобы не пропустить ничего. Смотрите, на рынке продают кэроп. Кто не знает, из этого делают напиток такой по типу какао. Вот, 80 лир стоит за килограмм. Еще также по 250 орешки за килограмм. Вот. Очень интересное растение, между прочим. Внутри такие семечки. Раньше эти семечки использовались вместо одного карата. Вот у ювелиров, короче. Вот, ну, как с помощью единицы измерения. Лимоны по 60 лир. Всегда на рынке продают вот такие вот крупы. Здесь получается, что у нас за килограмм чечевица красная 70, зеленая 150. Смотрите, очень похоже на рис, но это, наверное, булгур такой вот. Здесь булгур мелкий, смешанный с макаронами. Вот такой средний булгур. Что это, кто знает? Похоже на, знаете что? Вот делают же суп, солянка. Туда добавляют крупу. Забыла, как она называется. Похоже очень на это. Маш, кстати, 100 лир всего лишь здесь. Недорого за килограмм. И вот такой вот улюбу написано. Ну, фасоль, наверное, получается. Ирмик, это из него делают кашу. Ну и дальше рис. В общем, вот такие вот яйца, штука 8 лир. Орешки тоже разные. Арахис, чищенный, нечищенный. Нут, фасоль белый. Пожалуйста, цены указаны. А орехи в скорлупе. И снова арахис. Вот интересно, вот в банках, вот этих бутылках что? Непонятно. Оливки. Вот. Кто-то замариновал и так и продает. Масло. Сумак, кстати, используется для маринования лука. Полезно очень у меня. Вот подписчик мне это сказал. Фасоль, нут. Если смотрите, кстати, большой-большой-большой привет. Это из Газипашима, наши соседи. Вот они мне рассказывают многое тоже иногда. Скидывают в личку. 80 лир яблочки по 60 лир. Авокадо килограмм 250. Смотрите, есть черное авокадо. За 200 авокадо. За 350 авокадо. И вот вчера мы брали драгонфрут. Он был белый внутри, представляете? А вот бывает иногда внутри красные. 250 написано, там были они мельче, 150 стоили. Но, в общем, Азалии так понравилось, что очень сильно попросила. Пардон? Бананычи кормозе. Там, это красные, говорит, внутри. Манго килограмм 300 лир. И, смотрите, капуста 60 лир за килограмм. Вот такие вот перцы. Но мы перцы в Мигросе за 25 брали последний раз. Острый перец по 80 лир. Вот это что интересно. Очень похоже на огурцы. 70 лир. Но они какие-то другого цвета, как будто бы. Я не пробовала. Кто пробовал, напишите в комментариях. Смотрите, как выглядит. Не написано. И для маринования вот такие мелкие корнишончики 90 лир. Классно, кстати. Вот. Панджар. Это что? Панджар, забыла. Шекер панджара. В общем, похоже на большую репу. Да? Яблочки 60 лир. По 35, смотрите. Вот это я уже понимаю. Татле бибер. И там вон по 25.
Женщина набирает уже последний. Вот, возможно... Хотя это мы можем и в лавке купить, или в Мигросе взять. В принципе, не так уж и очень важно. Вот, перец по 30. Так, что еще тут есть? Хочется ничего не упустить. Все прям показать. Хурма вижу. Ну, хурма еще вообще молодая и зеленая. Так что оливки везде, лимоны. Опять хурма. Такие мелкие баклажан. Я брала их, кстати, тоже вчера. Так что мне не надо. Инжир. Ой, инжир, смотрите, какой есть. Я вот люблю инжир. Я увидела 50, 150. Ну да, как бы инжир, он всегда такой дорогой считался, а есть вот сушеный инжир. Он считался дорогой, он очень полезный. Поэтому виноград сейчас везде. Снимаю прям одним кадром, чтобы все вам заснять, чтобы ничего не упустить. 30 стоит баклажаны. Помидоры, вот 20 лир помидоры. Кабачки 30 лир. 25 даже есть помидоры. По 20 есть вот. Петрушечка. Капуста. 40 лир, говорит. Так, вот здесь зелень, кстати, хорошая. Я зелень здесь куплю. Мераба. Вот. И... шпинат я тоже возьму. На салат очень хочется. Репа. Не крепа, а... Буйсимене? Турп. Ну, как редиска. Как наша, да? Но другого цвета еще есть. Морковка, салатик. Виноград. Сладкий написано. Очень сладкий написано. Вот. Яблочки по 80 лир. Груши, кстати, вот у меня муж попросил груши. Каждый заказывает то, что хочет. Вот. Ну, конечно, учитываем, что мне тяжело поднимать нельзя с моим позвоночником. Я много рассказывала про это в других роликах старых, когда я в Газипаше жили, рассказывала. Кстати, кто на канале впервые, мы 3 года назад переехали в Турцию. Уже 4-й год, недавно 4-й день рождения я справляла в Турции. Вот. Жили до этого в Газипаше 1,5 года в своей квартире. Сейчас же переехали по работе в Селевке. У меня муж работает на станции Аккую, да. Бывает такое, то, что люди смотрят впервые канал и вообще никак не касаются Турции. Из разных стран смотрят, поэтому рассказываю. Я же работаю удаленно. Здесь, сидя дома, смотря детей, да, вот так всегда хожу по магазинам, все снимаю, хоть булдук. Кто хочет узнать, где я работаю по удаленке, можете по ссылке внизу переходить, смотреть, там все. Я рассказываю лично, в телеграм-канале можете переходить по ссылочке. Бананы. Бананы цены нету что-то. А вот слива по 70 лир есть. Вот груши, интересно, тоже 100 лир. А в этом году почему-то прям вот идеальных персиков я не встречала. По 125. И цена дорогая. И с виду они не такие прям... Вот чекирдексис изюм можно взять. Это без косточек, значит. Дети очень любят. Поэтому можно купить еще и виноград. Но без косточек. Потому что с косточками у нас есть и черный. Здесь вот красный лук женщина набирает по 20 лир. 13 лир обычный лук. 15 лир картошечка. Вот лимоны хорошие. Смотрите. Но мы уже купили. Здесь по 100 лир продают. А мы купили в Биме или в Шоке за... Не помню за сколько, но дешевле было. Мы пакет набрали. Вот бананы здесь по 75 лир. Хорошие бананы. О, клубничка, смотрите. Давайте я вам покажу.
тут как-то темно. Вот. Вот такой черный виноград мы купили. Что-то, в общем-то, он мне не понравился. С косточками дети вообще не кушают. Смотрите, здесь корнишоны. Видать, сезон сейчас таких вот маленьких корнишон. Ой, давно я не была на рынке, прям соскучилась. Вместе с вами сейчас хожу, смотрю все. Сначала жара сильная стояла, потом у меня нога болела. И вот так вот не ходим на рынок. Мераба! Доброе утро! Люди даже знают русский язык здесь, потому что очень много русскоговорящих. Вот авокадо 180 лир. Шпинат обязательно куплю. У меня алмаз летит по шпинату. Очень-очень прям. Смотрите, люди набирают. Огурцы вот эти корнишоны по 100 лир. И вот это тоже набирают. Интересно, конечно. Bunun gibi mi? Evet. Салат için mi? Салат için mi? Turşu. Turşu. В общем, говорит, типа как салаталык. Туршу için говорят. В общем, ко всем вот так вот докапываюсь. Ой, смотрите, как лук чистят. Смотрите. Прикольное приспособление. И меня тоже почистили. На меня тоже вдунули. 13 лир. Морковка 30 лир. И салаты всякие. Но я салаты покупаю вот этот айсберг. Очень люблю. И кукурузу продают, смотрите, 6 штук 100 лир, 7 штук 100 лир, 8 штук 100 лир. Сливу большую продают по 150 лир. Здесь вот лук, картошку набирают. Я вообще никогда на рынке такие тяжелые вещи не беру, потому что их можно везде найти. Но люди, видать, свежак берут. Ну и ходят они обычно с тележкой. А я на велике прикатила. Хотя тележка у меня тоже есть. А вот, смотрите. Русские тоже ходят, вижу. Лица русских. Орешки нечищенные 100 лир. Помню, в детстве всегда вот такие вот ели. Ладно, трогать не буду, а то сейчас все буду трогать, будут говорить не трогай. Ну и вообще, если каждый будет трогать, это будет не очень хорошо. Яблочки вот такие по 50 лир, мелкие. Слива, вот, кстати, вот эта слива мне нравится. Я, наверное, возьму ее тоже по 80 лир. По 70 лир яблочки. Дыня килограмм 15 лир. Фу, что-то сегодня прям жарко. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Показывает 30 градусов. Ну, а я что-то прям вспотела очень сильно. Ощущение, что 35 где-то. Ну, в общем, по ощущениям реально теплее. Как будто бы пишут 31 градусов. 25 стоят помидоры, 20 огурцы. По 100 лир персики. Кто-то с коляской ходит без ребенка на рынок. Тоже как бы как вариант. Еще легче даже. Вот эти груши, что ли, у меня просил Руслан взять, что ли. Сейчас я ему скину. Пока он мне не отвечает, лучше снимать дальше. Вот здесь, кстати, тоже хорошие бананы по 70 лир. Тоже, скорее всего, возьму. Вот, но покупать и рассказывать не очень. Как бы лучше пройдусь вместе с вами, а потом заново пойду. Смотрите, кабачки по 40. Вот, такие по 50 есть помидорки мелкие. Здесь продают, готовят кукурузу. 5 штук 100 лир. Считай, там было. Здесь 6 штук 100 лир. Видать, по размеру. Там чуть-чуть как будто бы дешевле было. Здесь вот помидоры тоже всякие разные. Вот такие вот есть помидорчики. Смотрите, какие красивые. По 25 лир. У меня вот муж любит такие. Там вот по 15 набирают помидоры вообще. Что? Ну и давайте
по эту сторону пройдемся. Как будто бы еще дополнительный ряд сделали. 16, 15 помидоры пишут. Цветная капуста, смотрите, по 80. Кстати, в последнее время вообще не кушаем такую капусту. По 35 яблочки. По 25. Ой, как вкусно пахнет мятой, друзья. Прям, вот отсюда, что ли? Непонятно, но очень вкусно пахнет. Помидорки по 20. Лук белый 15. Обычный 12. Картошка старая по 10. Вот, перец зеленый 35. Виноград по 70. И что еще показать? Смотрите, по 200 драгонфрут. Так, смотрите, вот такие вот мелкие авокадо бывают. По 200 лир. По 150 лир обычные авокадо. Здесь тоже разные приправки. Инжир. Так. Лимон по 60. Опять инжир, огурцы. Цену почему-то не указывают. Вот. Что есть еще тут? Смотрите. Давайте поближе покажу инжир. Вот такой вот вкусный. Наверное, тоже куплю. Слива. Цен нету. 65 уже здесь бананы. Идем дальше. Может, еще дешевле будет. Начинали, помните, со 100, да? Помидоры 25, 20, бананы 75. Вот красивые абрикосы. Ой, персики. Видите, какие красивые, даже разрезали. 150 лир. Evet biliyorum. Эти, считай, груши там были 90, здесь 120. Мандарины, смотрите. Ой, я думала, это не мандарины. Оказывается, мандарины появились. По 100 лир. Классно. По 150 слива. Granаты по 100. Bu çekirdeksiz mi? Yok, çekirdekli ama Çekirdekli. Sladkий. Anladım. Yok, teşekkürler. Çok tatlı ya. А вот инжир по 200 лир пишут. Вот, тест говорит, я паблерсен. Ну, типа, можешь попробовать. Вот. Ну и дальше другой ряд проходим, смотрим, что тут есть. Также орехи разные. Грибочки вот вижу. Смотрите. Тоже почему-то цены не указаны. Красивая вот лавка, когда вообще прям хочется снимать. Очень красиво все, чисто, сочно. Видите, они еще поливают это все водичкой. Вот такие вот айсберг салат я люблю, беру постоянно. Вот, ну а рукола и как она называется, шпинат обычно не часто увидишь в лавках, поэтому это я здесь куплю обязательно. Дынька, колхозница, 30 лир. Кстати, очень вкусная сейчас дыня. Вот, даже запах прям такой дыньки стоит. Здесь кукуруза, орехи. Кукурузу варят 20 лир, написано. Это сварить кукурузу 20 лир или одна кукуруза 20 лир? Вот. Арбузы по 13. Помидоры по 25. Что-то очень широкая улица и мало выбора. В общем, такие вот цены, друзья. 25 рублей. Ой, лир. Рублей почему-то в голову пришло.
морковка, баклажаны. В принципе, все то же самое. Киви пошел по 100 лир. Смотрите, какие. Двойные, тройные. Снова драгонфрут по 200 лир. Ягодки. Виноград, банан. Лавка вообще такая прикольная. Смотрите, что. Гуава. Ананас. Вот. Красивая лавка. Манго. Очень, кстати, вкусно пахнет манго. Дынька. Нектарин. Нектарин, вот, кстати, можно взять. Мы недавно покупали нектарин, очень вкусный был. Груши. Красивая лавка. Evet, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. İsmi üzüm. Üzüm. Bak. Çok Evet. güzel, çok güzel. Çok güzel, evet. Нашла я лавку, где, смотрите, и красные, и белые. Бияс написано, и кырмызы внутри, драгонфрукт. По 150 лир. Вот здесь я и возьму, наверное, по 2 штучки каждую. Вообще лавка такая, смотрите, богатая тоже. Имбирь, манго, гуава, какао написано. Какао, это же, ну, типа вкус какао, что ли. Эти, хурма. Может быть, как, типа, как королек, сорт. Вот, слива, манго, смотрите, по 300 кило разные есть. Персики 160, груши 150, нектарины 160, яблочки по 80, в общем, разное все. Виноград пальчиковый, очень такой красивый, по 100 лир. И другие виды винограда. И вот эти вот груши удивили. Смотрите, похоже очень сильно на яблочко, но написано груши, армут. Интересно, они вкусные или нет? Чуть прошла, здесь, смотрите, даже вот такого цвета есть драгонфрукт. А вот уже по 100, но они маленькие. Ощущение, что вот драгонфрукт, чем больше, покрупнее, тем вкуснее. Или, может быть, я просто уже купила, поэтому себя так успокаиваю. Инжир по 100, по 200 черный инжир. Сейчас покажу. Мне в последнее время очень понравился вот такой вот перец. Он не сильно острый. Смотрите, как он выглядит. Примерно размер, да, вот. Чуть длиннее пальчика и шире пальчика. Не узкий. Очень вкусный, кстати. По 60 лир стоит. Советую всем попробовать его. Где, ну, кто здесь проживает. В Газипаше, например, когда мы жили, я не знала про такой. А здесь вот попробовала, и он мне очень понравился. Потому что если брать вот очень острые такие, их вот прям невыносимо даже кушать. Я их в духовке готовлю, их реально невыносимо кушать. Вот. Инжир по 180 за кило. По 220. По 250 авокадо. По 100 лир груша, там 90 было, наверное, туда пойду по 75 бананы.
Havuç 20 lira, havuç 20 lira. Смотрите, что еще нашла я. Йылдыз мейвеси. Ни разу не пробовала. Штучка 100 лир написано. Интересно, вкусно, невкусно. По 250. Лютфен сыкмайн. Типа, не трогайте, пишут. 250 лир за килограмм. Очень вкусная манго. Манго я люблю, но я вот желтая пробовала манго. Очень вкусное было. Египетское было написано. Поэтому... Ну и дорогое, конечно. И вкусное, и дорогое. Люди купили гуаву. Интересно, это вкусно? Смотрите. Очень много купили. И здесь тоже вот такой вот белый драгонфрукт. Что они-то прям болтают. Пакет 100 лир. Интересно, это вкусно или нет? В общем, я попробовала купить вот эту вот гуаву и драгонфрукт. Ежевика варенье. Малина, ежевика, варенье. Ежевика варенье. Сколько стоит? Ne kadar? Тест. Yok, test 400. 400. Evet. Ну что, друзья, сейчас быстренько куплю то, что надо, наверное, и пойду уже домой. Я думаю, и так цены уже понятные. Примерно вам показала, сколько стоит. Со всеми буду прощаться, друзья. Всем, как всегда, желаю хорошего настроения, счастья и, конечно же, мирного неба над головой всем. Всех люблю, всех целую, всем пока.